Наши представления о питании далеких славянских предков полны неточностей и ошибочных стереотипов. Что ели наши дальние предки-славяне? Пельмени, кашу, хлеб, пили водку и тому подобное. Как бы не так. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Напомню сразу, что баклажаны появились в XVI веке, огурцы в XVII веке, а помидоры и картофель привез Петр I в XVIII веке. Теория Ключевского. Известный российский историк Василий Осипович Ключевский изучал зарождение российской цивилизации и пришел к выводам о том, что она опиралась на три основы, которые давали ей все и сформировали ментальность, способ мышления славян. Первое. Лес – это пища, стройматериал, мифология, настороженность и защищенность. Второе. Реки – это вода, транспорт, пища, торговля и связь. И третье. Степи – это опять же настороженность, агрокультура, связи и агрессия. Давай посмотрим на карту славянских союзов. Если глянуть на физическую географию этих мест, то Ключевский был прав в отношении ключевых основ российской цивилизации. Поскольку они влияли на все стороны жизни славян, то именно они и формировали питание наших предков. Итак, первое у нас по списку – это лес. Что давал лес славянам из еды? Давай по пунктам. Пункт номер 1. Дичь, мясо или зверина, медвежатина, зайчатина, лисятина, кабанятина, лосятина и тому подобное. Далее птица, перепела, тетерева, голуби и их яйца, жарко на углях и вертеля. 2. Лесные грибы, жареные, вареные, соленые, похлебка из них. 3. Лесные ягоды и ежевика, бузина, малина, рябина, шелковица, и из них морс, компот, сок и кисель из них. 4. Лесные травы и листья съедобные и лекарственные, одуванчики, спаржа, сосновая хвоя, клевер, цикорий, мать и мачеха, будра плющевидная как шпинат, рогоз, чесночник-мокричник, герань, подорожник, крес, белая марь, иван-чай, черноголовка, пастушья сумка, просвирник, кисличник, ерутка, фиалка, мелиса, чертополох, коровяк, сурепка, щавель, их добавление к другим блюдам и отвары. 5. Лесные орехи и грецкие с Востока, X век. 6. Желуди, мука, хлеб, из нее похлебка и чернила. 7. Шишки, орехи из шишек, варенье, лечебные сиропы в хмель. 8. Лесные коренья, лук, петрушка, сельдерей и блюда из них и с их добавлением. 9. Лесные овощи, лилейник, дикий чеснок или черемша. 10. Лесные фрукты, яблоки, груши, тому подобное и блюда из них. 11. Дикий мед от бортничества, VI век до нашей эры, Геродот, сотовый, питный, плюс медовуха, квас и сбитень, медок. Достаточно много всего, но найти в должном количестве сложно, и не во все сезоны. Далее по списку у нас реки. Рек хватало в изобилии, много лесных речек и ручьев. Что они давали славянам? Давай снова пройдемся по списку, так удобнее. 1. Рыба. Вареная, жареная, печеная, уха, студень, заливное и тому подобное. 2. Рыбопродукты, икра. 3. Раки, вареные. Блюда из челимов с яблоками. 4. Водные орехи челим. Тоже неплохо, но зимняя рыбалка – дело очень хлопотное. Все остальное тоже сезонное. И нельзя забыть про огород, раз уж мы затронули реки. Славяне обзаводились огородами, где выращивали овощи и фрукты. Тыква появилась только в XVI веке. В основном были репа, брюква, редька, горох и блюда из них. Третье в нашем большом списке – степи. Степи вошли в обиход славян в XI веке, сильно изменив их питание. Зерно, мука, скот и прочее. Степи это. А. Скот, кони, коровы, овцы, козы и тому подобное. Мясо, молоко и молочные продукты, сыры. Б. Зерно, мука, хлеб, каши, похлебки, напитки. В. Степные травы, сами по себе и продукция из них для еды и лечения, настои, отвары. Но тем не менее знай, все, что связано со степями, уже не древнеславянская пища. Подведем итоги. Почти все, что называют русской кухней или еще круче славянской кухней, не имеет никакого отношения к онам. Когда мы говорим о русской кухне, должны точно указывать эпоху и славянский народ, создавший то или иное блюдо. И иначе получается путаница и недопонимание. А в итоге, нам со всех сторон заливают то, что не соответствует истории. И это важно.
Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!